Это все, что нам понадобится для мастер-класса. Зефирный фоамиран белого цвета 1 мм, иранский фоамиран оранжевый 2 миллиметровый, внимание. Вот такая заготовочка, она будет в выкройке. Клеевой пистолет и клеевые стержни запаситесь побольше. Кисть. Обязательно будем использовать витражную краску желтого цвета. У меня вот такая масляная пастель оранжевого цвета номер 202. Коричневая пастель номер 236 и желтая номер 202. Конечно, будем использовать вот такой необычный материал. Это пластиковая папка. Можете использовать вот такую скоросшиватель, какая у вас есть. Главное, чтобы она была пластиковая, плотненькая и прозрачная. И переходим к самому интересному материалу. Это сахар или любая сыпучая смесь вот с такими крупными кристалликами. И, конечно, нам понадобится утюг. В целом, это все, что мы будем использовать на мастер-классе. Первое, что мы сделаем, переведем нашу выкройку на вот такую полупрозрачную пленку. У меня она матовая, можете взять глянцевую, в принципе без разницы. Главное, чтобы она была достаточно плотненькая, вот такая, и прозрачная. Перевожу нашу заготовку и вырезаю. Аккуратно вырезаем с помощью ножниц. Никаких припусков мы не оставляем, просто вырезаем по выкройке. Убираем в сторонку остатки. И теперь, внимание, складываем нашу заготовку пополам. И вот так хорошо проглаживаем, чтобы остались заломы. Складываем еще раз пополам, точно так же. И еще раз пополам. Таким образом мы обозначаем дольки на нашем кусочке апельсина. Вот видите, это будут у нас дольки. Рисовать на прозрачной пленке плохая идея, потому что ручку или карандаш потом будет видно. А вот такие заломы, они просто дают нам разметку, и далее в процессе работы они исчезнут. Вот такая заготовочка у нас есть. Теперь, кому нужно, можете все-таки тихонько сделать разметку центровой вот такой вот прожилки. Я буду делать на глаз. В выкройке будет это отверстие для того, чтобы вы могли пометить. Далее нам нужно эту центральную сердцевинку прожилку вырезать из зефирного белого фоамирана. И параллельно нагреваем клеевой пистолет. Я сейчас буду резать полосочку шириной примерно 2-3 мм. Вот смотрите. Примерно 2-3 миллиметра. И в длину примерно сантиметров 10-15. Режьте, не бойтесь, потому что эта полосочка нам еще пригодится очень-очень долго. Я прям по всему фоамирану, который у меня есть по длине, сейчас подрежу, чтобы потом дальше ее использовать. Вот такая полосочка. Можно ее немножечко натянуть и сделать еще тоньше, потому что зефирный фоамиран хорошо тянется, но будьте аккуратны, потому что он может все-таки и порваться. Вот так. Наша задача сейчас скрутить небольшую спираль из нашей заготовки. Вот таким образом. Это и будет наша центровая прожилочка. Аккуратно подкрутите и подклеивайте там, где это необходимо, чтобы спиралька держалась. Я капну капельку клея и буду дальше продолжать свою спиральку. Она очень тоненькая, и поэтому работа будет довольно тонкая. Подкручиваем хорошенько. Ой, вот, сбегает уже. Хорошенько. И нам нужно будет сделать эту спираль примерно
шириной 1 сантиметр, можно чуть меньше. Еще раз, вот у меня клей только начинает разогреваться. Аккуратненько подклеиваем дальше нашу заготовку. Можно убирать аккуратно излишки клея и подклеивать дальше. Видите, какая она тоненькая, может порваться. Если где-то клей видно, ничего страшного, просто подкручиваем до того момента, пока она не будет примерно в диаметре 1 сантиметр. Можно чуть-чуть поменьше. Так как фоамиран очень тонкий, мы еще и подтягиваем его. Будьте аккуратны, лента может в процессе и порваться. Ну вот, я думаю, столько достаточно. Сейчас зафиксирую. И подрезайте тоже под уголок, чтобы не было особо видна граница. Вот так у меня получилось красиво. Если у вас ваша заготовка немного ездит, можете с изнаночной стороны, которую вы определите, тоже подклеить клеем. Просто залить вот таким образом полностью клеем аккуратно. Очень тонкая штучка. И сразу же просто приклеить ее в сердцевину. Вот таким образом. Где-то, если у вас подтек клей, можете не переживать, этого ничего видно не будет. Сейчас будет очень много клея на самом деле. Это уже наша сердцевинка, она готова. Она никуда не девается. Смотрите, пластик у меня не плавится и не деформируется, потому что он довольно плотный. Вот ту папочку-скоросшиватель, которую я вам показала, можете как раз и использовать. Итак, теперь начинаем работать с нашими дольками. Прорабатываем первый ряд. Хорошо разогретый клеевой пистолет с длинным стержнем уже заготовьте. И поехали. Вот такими каплеобразными движениями размещаем наш клей по всем нашим вот этим вот заготовочкам. Смотрите внимательно. Вот у нас мы определили, где дольки у нашего апельсина. И не доходя до этой серединки, примерно 1,5-1 мм, 2 мм, не наносите клей. И между первыми капельками тоже делайте небольшие вот такие вот, ну я не знаю, такие промежутки, потому что иначе клей превратится в одну основную каплю. А нам именно нужно создать рисунок вот такой прожилок этих нашего апельсина. Именно поэтому старайтесь оставлять отверстия. И вот здесь тоже по краю примерно 1-1,5 мм тоже оставляйте, не наносите туда клей. Вот так вот получается первый рядочек. Я еще в серединке сейчас сделаю несколько капель. Подкручиваем клей, чтобы он не был такой паутинистый. Чем меньше паутинок, тем будет красивее и аккуратней. Делаем вторую прожилку. Точно так же. Не заходим на края. Вот так у меня получается уже. Рука набита. Видите, вот такие капли. Это первый ряд. У меня пистолет очень сильно разогрелся. Я его отключу, потому что клей стекает и здесь начинает нагреваться. Тоже неудобно держать. Я сейчас буду размещать наши прожилки первого ряда по всей поверхности. Сейчас подложу фоамиран, чтобы вам было лучше видно. Поехали! Аккуратно. Итак, первый ряд у меня уже подсох. Вот я нарезала полосочек
тех же самых, которые мы с вами резали здесь. Сделала их довольно много. Тоже нарезайте. Берите любой белый зефирный фоамиран. Может быть, у вас есть какие-то остатки, или может быть такой темный белый, не ходовой. Поэтому вот как раз сюда он и пригодится нам. Берем зефирный, потому что он хорошо тянется и с ним легче работать. Итак, нагреваем клеевой пистолет. И сейчас на ребро, вот сюда, будем наносить клей. Помните, я просила вас оставлять вот здесь вот 2, примерно 1, там 1,5 даже миллиметра. Это именно для наших белых полосочек, которые мы будем вот так вот по всему периметру каждой прожилки размещать и клеить. Вот таким образом. Нарезайте полосочки. У меня вот их много. Тоже нарежьте штук 10, потому что они будут рваться, они очень тоненькие, поэтому заготовьте побольше заранее. Напомню, здесь примерно 1,5-2 миллиметра, длиной можете по всему прямоугольнику фоамирана подрезать сразу, или на любые удобные для вас полосочки. Клеевой пистолет должен хорошо быть разогретым, чтобы работать с этой заготовкой. Итак, наносим клей как раз таки вот по этим прожилкам, которые мы загибали. От самого начала до конца. Давайте так. И сразу же начинаем приклеивать основную прожилку. Можете пользоваться ножницами, чтобы вам было удобнее, потому что она извивается, не хочет вставать на ребро. Именно поэтому мы помогаем ножницами, чтобы не обжечься клеем. И вот так выкладываем нашу заготовку, чтобы она встала на ребро. Аккуратно подклеиваем. Можно нанести клей еще. У меня уже остыл. Так. Главное, чтобы фоамиран стоял ребром. Первая у нас прожилка будет полностью, вот получается, здесь проходить. И как только доходите до конца, срезайте под углом 45 градусов. Вот так. Сейчас я сразу отрежу, чтобы это было видно. Вот так под уголочек. Таким образом. Итак, я наношу клей на вторую прожилку вот здесь вот у нас, которую мы отметили. И опять с помощью ножниц вклеиваю тонкий фоамиран сюда, чтобы он стоял ребром. Итак, первая прожилочка у нас готова. Точно так же поступаем и со следующей. Вот у нас здесь все помечено. И сейчас мы отсюда будем вот так уже вклеивать вторую. Сразу же наношу клей. Вот возьму ту же самую полосочку. Сразу наношу клей. Вот таким образом. И начинаю вклеивать нашу заготовку. Уголочек 45 градусов. Дальше. Так. И сюда. Здесь сразу же тоже загибаю. Сейчас с ножницами будет это удобнее делать. С помощью ножниц так в уголочек. И сюда. Если где-то не хватает клея, можете сразу и подклеивать. Я сюда нанесу. Не бойтесь. Если клей где-то видно, ничего страшного. У нас, в принципе, вся мандаринка только из клея и состоит. Ровненько размещайте. И, конечно, срезаем точно так же под углом 45 градусов. Видите, как я размещаю ножницы, чтобы получился уголок. Здесь тоже ровно. Мы еще все подправим. Поехали дальше. Точно так же обрабатываем всю нашу апельсинку. И вот мы пришли к последней прожилке. Здесь только вот эту часть нужно будет подклеить. Берем небольшой кусочек под 40 градусов, да, помните, с двух сторон. И просто размещаем
здесь и здесь. Аккуратно. Помогайте себе ножницами. Загибаем оба края. Вот такая красота у нас уже получилась. И теперь обратите внимание, прожилки как бы на поверхности. Они должны быть на одном уровне с нашими капельками. Теперь заполним все промежутки. Это будет второй ряд капелек. Поехали. Обратите внимание, не нужно заполнять рядом, потому что клей может превратиться в одну большую капельку и испортит весь наш рисунок. Этого быть не должно. Разместили несколько капель в одной как бы прожилочке. Идем дальше. Размещаем, размещаем и так далее. Полностью заполняем все наши углубления, которые мы создали с помощью прожилок, вторым рядом капелек. Если где-то не можете с первого раза заполнить, пропустите, добавим клея позже, третьим рядом. Так, старайтесь не размещать капельки рядом друг с другом, иначе клей может слиться в одну большую каплю, а этого, повторюсь, нам не надо. Старайтесь также избавляться от паутинок вот такими круговыми движениями и резко убираем пистолет, тогда клей не оставляет паутинок. Вот видите, все наши промежутки нужно заполнить клеем. Также прорабатываем все углы. Вот здесь можете прям на одном уровне с прожилками, можете попадать на прожилки клеем, ничего страшного нет. Они все должны быть на одном уровне. Там, где не хватает, просто добавляйте клея. Там, где отклеивается, тоже добавляйте свои капельки. Вот второй ряд я уже нанесла. Теперь немножечко подсушу, чтобы мне уже дозаполнить все промежутки. Вот они на самом деле есть еще. И тогда полностью заполню уже всю поверхность нашей мандаринки. Итак, перейдем к третьему ряду капелек. Сейчас я просто все промежутки заполняю клеем. И обратите внимание, прорабатываем центровую прожилку. Наносим капельки клея вот так по кругу, задевая наши белые кусочки фоамирана. То есть они должны вот так утонуть в капельках клея. Клей хорошо разогрейте, чтобы он ложился аккуратно. И проходимся по кругу, полностью перекрывая белую поверхность фоамирана. Вот видите, здесь уже получилась такой интересный рисунок, ближе к настоящему мандарину, апельсину, то есть. Итак, далее все промежутки заполняем. Здесь уже можно не аккуратничать, потому что, в принципе, клей остыл и рисунок уже есть определенный. Проходимся. Если есть паутинки, ничего страшного, мы их потом уберем, но старайтесь делать так, чтобы их все-таки не было, чтобы клей ложился ровными капельками. Так. Хорошо разогревайте клей, потому что он может капризничать. Прокручиваем. Здесь тоже, там где нет клея, заливаем. И у вас в идеале уже после третьего ряда капелек прожилки из фоамирана должны полностью утонуть в клеевых капельках. Если у вас так не произошло, добавляйте. Где-то можно будет и четвертый ряд капель добавить. Вот таким образом, чтобы прожилки не выделялись особо, чтобы они были в одном теле нашего мандарина, апельсинчика. Можно делать апельсин, можно делать мандарин, можно в этой технике также делать грейпфрут и лайм. Здесь все будет зависеть уже только от окрашивания и размера, конечно. Так, ну вот я еще немножко пройдусь, у меня будет четвертый ряд, там, где это необходимо. Как только высохнет клей, хорошенько посмотрите всю свою заготовку
везде ли у вас все заполнено, ровненький ли у вас мандарин. Убираем прожилки. Но для этого нужно подождать, чтобы клей остыл. Вот видите, таким движением я просто убираю излишки клея. Он остывает, и все аккуратно можно убрать. Вот таким образом. Ну, давайте подождем. Пусть клей остынет, и посмотрим, что у нас получается, где еще необходимо залить клеевые капельки. Прожилок с помощью ножниц на остывшем клее можно отрезать паутинки. В идеале их вообще не должно быть, но если они есть, избавляйтесь с помощью ножниц. Просто отрезайте. Где-то клей еще не подостыл. Убираем все паутинки и переходим к окрашиванию нашей заготовки. Я буду окрашивать вот такой вот желтой краской витражной. Если вы хотите сделать грейпфрут, можете воспользоваться красной. Если хотите сделать лайм, можете перемешать эти два цвета, и тоже получится нежно-зеленый, красивый. Это на будущее, если вы захотите сделать еще лайм и грейпфрут. Итак, мы делаем мандаринку. Здесь просто желтого цвета будет достаточно. Сейчас будет происходить волшебство. Начинаем окрашивать. Старайтесь не закрасить белые прожилки, на них все равно немножко попадет, ничего страшного, но специально окрашивать их не нужно, чтобы они оставались белыми. Окрашиваем два слоя. Первый слой наносим, немножко подождем, пока он высохнет, и будем наносить второй слой. Кстати, если у вас нет набора витражных красок, вы можете купить только желтый и добавлять акриловые, они очень хорошо перемешиваются. Но добавляйте не так много, чтобы не пропал вот этот классный эффект. Окрашиваем полностью желтым цветом. При высыхании он становится таким более насыщенным оранжевым. Получается очень реалистично. Окрашиваем полностью и сердцевинку тоже. У меня чуть-чуть зеленый попал, но ничего страшного. Сейчас растушую, и будет такой необычный апельсин. Подкрашиваем. Полностью проходимся по всем капелькам, чтобы и между ними тоже все окрасилось. Первый слой высыхает в течение 3-5 минут, и мы будем наносить второй слой желтой краски. Продолжим наносить второй слой желтой краски. Он будет более насыщенный и яркий. После полного высыхания цвет становится ярче и очень красиво. Прокрашиваем все промежутки, чтобы везде краска была, все поверхности. Обязательно наносите хорошенько, окрашивайте полностью наш апельсин. Так, везде второй слой уже очень сильно отличается от первого, становится намного ярче, будет очень красиво. Пока наша серединка подсыхает, займемся кожицей. Итак, теперь нам как раз понадобится оранжевый фоамиран 2-миллиметровый. Отрезаем такую же полоску, как мы отрезали из белого фоамирана, но чуть потолще, примерно вот так, примерно 10 миллиметров. Отрезаем в ширину 10 миллиметров и в длину отрезаем 30 сантиметров. Это будет диаметр как раз таки нашей всей мандаринки. Тоже можно чуть-чуть подтянуть таким образом
И теперь обрабатываем на утюге. Вот как раз для этого нам понадобится сахар. Мы сейчас будем передавать поверхности нашего фоамирана шероховатость с помощью сахара. Кладем на утюг фоамиран, хорошенько прогреваем. Берем фоамиран, хорошенько прогреваем на утюге в течение нескольких секунд. Прогрели участками и прикладываем быстро на сахар, прижимая. Убираем сахар с поверхности и получаем вот такую настоящую кожицу нашего апельсина. Сейчас. Так, продолжаем. Стараемся не подогреть эту часть, иначе весь рисунок наш исчезнет и сплавится. Поэтому кладем фоамиран дальше, хорошенько нагреваем и сразу на сахар. Полностью всю полосочку нужно таким образом проработать. Вот, очень красиво получается. Греем дальше. Хорошенько прогреваем фоамиран небольшими участками и прикладываем на сахар. Вы можете воспользоваться солью или другой сыпучей смесью, которая у вас имеет такие хорошие кристаллики. Убираем сахар и продолжаем. Утюг можно выключить, он нам больше не пригодится. Итак, берем нашу заготовку и теперь отрезаем излишки. Вот таким образом. Обязательно заходим вот на эти уголочки и точно так же вырезаем нашу заготовку. Уголки, которые у нас есть на прожилках, они тоже должны остаться. Просто убираем излишки нашей клеенки. Так, аккуратно оставляем уголки, не забывайте про них. Убираем лишнее. Можете пока включить клеевой пистолет, чтобы он нагревался. Сейчас будем приклеивать кожицу. И здесь тоже так же. Уголочек оставляем. И все остальное просто убираем. Убираем лишнее. И теперь начинаем приклеивать вот таким образом нашу кожицу. Она может быть чуть-чуть повыше белой прожилки. Вот так. Подклеиваем полностью кожицу нашего мандарина. Так, берем клеевой пистолет